Флоренция. 7 февраля 1944 года. В небе над старинным городом слышен рев американских бомбардировщиков. На одной из вилл в престижном районе начинается паника. Слуги кричат, призывая хозяйку бежать в бомбоубежище. Они молоды, быстры и хотят жить. Они успевают спрятаться и выжить. Но хозяйка дома медлит. Ей 69 лет. Она все еще красива, той величественной, холодной красотой, которую не способно стереть даже время. Вместо того, чтобы спасаться, она бежит обратно в спальню, за самым дорогим. Нет, не за письмами любимых и не за документами. По легенде, которая переживет ее саму, Лина Кавальери вернулась за шкатулкой с драгоценностями. Изумруды от русских князей, бриллиант от американских миллионеров, жемчуг от европейских монархов. Вся ее жизнь, все ее резюме было в этой шкатулке. Прямое попадание авиабомбы уничтожило виллу мгновенно. Спасатели так и не нашли ее тело среди руин. Самая красивая женщина мира просто исчезла, растворилась в пыли, словно ее никогда и не было. Кто она была? Поэт Габриэле Данунцио называл ее высшим свидетельством Венеры на Земле. Ее талию в 50 сантиметров считали 8-м чудом света. Ее лицо вы видели сотни раз, даже если не знаете ее имени. Именно ее портреты художник Пьеро Форнадзетти размножил на тысячах тарелок, подушек и ваз, сделав этот образ бессмертным мемом 20 века. Ее звали Лина Кавальери. Она не просто певица или актриса. Она женщина, которая придумала профессию фотомодели за полвека до появления Клауди Шиффер и Синди Кроуфорд. Она была первой, кто понял, лицо – это капитал, и продавать его можно бесконечно дорого. Она заключила сделку с дьяволом, обменяв нищету на вечную славу, но в финале эта сделка стоила ей жизни. Как нищая девочка, паковавшая газеты в римской типографии, стала женщиной, чей поцелуй стоил целого состояния. И почему ее так боялись русские императоры? Это история о том, как создать себя с нуля, продать этот образ миллионам и погибнуть, пытаясь его спасти. Все началось в Рождество. 25 декабря 1874 года в маленьком городке Витербо к северу от Рима родилась девочка. Ее назвали Наталина, рождественская. Позже она сократит это имя до короткого и звонкого, как удар хлыста – Лина. Она родилась не просто в бедности, а в той беспросветной нищете, которая ломает людей еще в детстве. Ее родители были простыми крестьянами, которые перебрались в Рим в поисках лучшей жизни, но нашли там только тесные каморки в районе Трастевера. Детство Лины пахло не духами и пудрой, а свинцовой краской и дешевым табаком. С малых лет она работала. Сначала паковала газеты в душной типографии, где от свинцовой пыли першило в горле, потом помогала портнихе, исколов все пальцы иголками, а когда немного подросла, вышла на улицы продавать цветы. Представьте эту картину. 13-летняя девочка с корзиной увядающих фиалок. Она стоит у дорогих ресторанов и смотрит, как дамы в шелках выходят под руку с камалерами. Она видит их чистые руки, их спокойные лица, и она чувствует свою собственную усталость, ту, которая въедается в кости. Именно тогда на римских улицах у нее сформировалась главная фобия всей жизни. Лина Кавальери боялась не смерти и не одиночества. Больше всего на свете она боялась работы, тяжелого, изнуряющего физического труда. В своих мемуарах она позже напишет фразу, которая станет ее девизом: «Я устала уставать». Но у нее было оружие. Сначала она этого не понимала. Прохожие мужчины все чаще останавливались не ради фиалок, а ради того, чтобы взглянуть на юную цветочницу. Ее лицо – идеальный овал, огромные темные глаза, античный профиль казалось ошибкой природы в этих грязных декорациях. Она начала петь прямо на улице. Голос у нее был тонкий, непрофессиональный, но в нем была страсть. А главное, когда она пела, ей кидали монеты не из жалости, а от восхищения. Однажды местный учитель музыки, проходивший мимо, остановился. Он предложил ей пару бесплатных уроков, но не ради искусства.
Он просто сказал ей: «С таким лицом тебе не место среди фиалок. Твое место на сцене». Лина схватилась за этот шанс мертвой хваткой. Она поняла, ее красота – это единственный билет из этого ада. И она решила продать этот билет максимально дорого. В 15 лет она оставила родителей и ушла покорять маленькие римские кафе-шантаны. Она еще не знала, что скоро ее лицо станет самым известным в мире, но уже твердо решила, она никогда больше не будет паковать газеты. Теперь она будет делать так, чтобы газеты писали о ней. В 20 с небольшим лет Лина приезжает в Париж. В то время это был центр вселенной, город, где можно было либо взлететь на вершину, либо сгинуть в сточной канаве. Она выступает в знаменитом кабаре «Фолли Бержер». Критики были беспощадны к ее вокалу. Они писали, что у мадемуазель Кавальери голосок комара, и танцует она с деревенской простотой. Но вот парадокс – зал всегда был битком. Мужчины приходили не слушать ее, они приходили смотреть. Лина быстро поняла, ее лицо работает лучше, чем ее связки. И тогда она совершила революцию. В то время фотография только входила в моду. Большинство актрис считали съемки чем-то вульгарным, недостойным настоящей дивы. Лина же, наоборот, увидела в этом золотую жилу. Она начала сотрудничать с лучшим фотографом эпохи – Леопольдом Эмилем Ройтлингером. Вместе они создали то, что мы сегодня называем фотомоделингом. Лина не просто стояла перед камерой, она играла. Она умела быть невинной, роковой, грустной или манящей. Эффект был подобен взрыву. В Европе началась настоящая кавальеримания. Ее портреты печатались на почтовых открытках «Карт-посталь». Люди скупали их пачками. В одном только Санкт-Петербурге один предприимчивый торговец продал 1 миллион открыток с ее изображением за несколько месяцев. Представьте, интернета нет, телевидения нет, но лицо Лины Кавальери знает каждый, от лондонского денди до русского приказчика. Она стала первым человеком-брендом. Производители поняли, если на обертке нарисовать Лину, товар купят. Ее лицо появилось на коробках с печеньем, на флаконах духов, на рекламных плакатах мыла. Она продавала не товар, она продавала мечту о себе. Особым фетишем стала ее фигура. Лина фанатично затягивала корсет. Ходили слухи, что объем ее талии составлял всего 33-40 сантиметров, хотя более реалистичные источники говорят о 50 сантиметрах. Женщины падали в обморок, пытаясь утянуть себя до стандарта кавальери, а Лина лишь загадочно улыбалась с витрин каждого магазина. Она стала самой желанной женщиной Европы. Но Париж был лишь разминкой. Настоящие деньги и настоящая драма ждали ее там, где ценили безумную роскошь и губительную страсть. Лина купила билет в Россию. В конце 90-х годов XIX века Лина поняла, слава в Париже – это приятно, но настоящие капиталы крутятся на Востоке, в загадочной России, где аристократы швыряют деньги на ветер с безумной легкостью. Она приехала в Санкт-Петербург, чтобы выступать в увеселительном саду «Аквариум» и ресторане «Крестовский». И план сработал мгновенно. Русская золотая молодежь сошла с ума. Студенты закладывали последние сюртуки, чтобы купить билет на ее выступление, а офицеры дрались на дуэлях за право пригласить ее на ужин. Но главный приз выиграл один человек – князь Александр Владимирович Баретинский. Он был богат, знатен и безумно влюблен. Именно Баретинский решил превратить красивую куклу в настоящую диву. Он нанял для нее лучших педагогов бельканто. Он заставил ее работать над голосом так, как она не работала никогда в жизни. Благодаря его деньгам и ее упорству бывшая цветочница действительно запела, и запела хорошо. Дело шло к свадьбе. Лина Кавальери, вчерашняя босоножка из Рима, всерьез готовилась стать русской княгиней. Они даже тайно обручились перед иконами. Казалось, сказка про Золушку вот-вот станет реальностью. Но в эту историю вмешалась самая могущественная сила империи – сам Николай II. Когда слухи о мезальянсе дошли до двора, император вызвал князя к себе. Разговор был коротким и жестоким.
Николай II наложил категорический запрет на этот брак. Вердикт был окончательным. Офицеру императорской армии и представителю рода Баретинских не пристало жениться на кафешантанной певичке с сомнительным прошлым. Князя насильно женили на другой, светлейшей княгине Юрьевской, а сердце Лины было разбито. Впрочем, Баретинский попытался склеить его самым дорогим способом, который знал. В качестве прощального подарка он преподнес ей невероятный набор украшений. Это были легендарные рубины и изумруды. Говорят, одна только изумрудная парюра стоила 150 тысяч рублей, астрономическая сумма, на которую можно было купить несколько имений. Когда позже Лина вышла на сцену Харьковского оперного театра, зал ахнул. Она была буквально закована в бриллианты. Газеты писали, что на певице было надето украшений на 3 миллиона рублей. Она пела, сияя как новогодняя елка, но ее взгляд был холодным. Россия дала ей имя, голос и состояние, но указала на место. Лина усвоила урок. Любовь императоров переменчива, а бриллианты вечны. Она собрала свои сундуки с драгоценностями и, не оглядываясь, отправилась покорять новый свет. Америка встретила Лину не просто как певицу, а как диковинный европейский экспонат. Газеты писали: «Самая красивая женщина мира прибыла, чтобы украсть ваши сердца». И она действительно это сделала, но по-своему, со скандалом. Она вышла на сцену главного театра США Метрополитен-опера в паре с величайшим тенором эпохи Энрико Карузо. Их дуэт в опере «Федора» Умберто Джордано стал легендой, но не из-за высоких нот. В кульминационный момент первого акта Лина, повинуясь внезапному порыву или точному расчету, страстно поцеловала Карузо прямо в губы. Зал замер. Это был не театральный, а целомудренный поцелуй. Это был настоящий, долгий, французский поцелуй, которого пуританская американская сцена еще не видела. Газеты взорвались заголовками. Билеты на следующие спектакли перепродавались в 10 раз дороже номинала. Кавальери окрестили «целующейся примадонной». Она мгновенно стала суперзвездой нового типа, ее талант обсуждали меньше, чем ее дерзость. Но Лина приехала в Америку не только за аплодисментами. Ей нужно было закрепить свой статус деньгами, и она нашла идеальную мишень. Роберт Уинтроп Чандлер был наследником династии Асторов, одной из самых богатых семей Америки. Он был художником, эксцентриком и, конечно, безумно влюбился в итальянскую сирену. Их роман был похож на ураган. Чандлер осыпал ее подарками, возил на курорты, и в 1910 году они поженились в Париже. Но этот брак продлился ровно 8 дней. Что произошло за эту неделю? История умалчивает. Злые языки говорили, что Чандлер в брачном контракте неосторожно переписал на жену огромную часть состояния, и она, получив подпись, тут же потеряла к нему интерес. Другие шептали, что семья Асторов пригрозила лишить Роберта наследства, если он не разведется с этой авантюристкой. В итоге Лина осталась одна, но с фантастическими отступными. Америка возненавидела ее, называя хищницей, но Лине было все равно. Она уже смотрела дальше, в сторону Голливуда и вечной молодости. Она вернулась в Европу богатой, свободной и готовой к своей последней и самой главной битве – битве со старостью. Вернувшись из Америки, Лина Кавальери сделала то, чего от нее никто не ожидал. Она ушла со сцены. В 40 лет. На самом пике славы. Причиной был страх. Но страх не публики, а кинокамеры. Новое немое кино, где она тоже успела блеснуть, было беспощадно. Софиты и крупный план безжалостно выхватывали каждую морщинку, каждую тень усталости. Тогда она объявила войну своему главному врагу – времени. После Первой мировой войны она открыла в Париже собственный институт красоты и написала книгу «Мои секреты красоты», которая стала Библией для женщины эпохи.
Лина превратила уход за собой из приятного ритуала в настоящую науку. В ее философии красота была не даром, а ежедневным каторжным трудом. Некоторые ее советы сегодня звучат здраво. Спать не меньше 10 часов в день, гулять на свежем воздухе, держать осанку. Но другие поражают воображением. Ритуал для глаз. Лина промывала глаза розовой водой, чтобы сохранить их блеск, а от морщин вокруг глаз рекомендовала примочки из очень горячей воды. Диета для лица. Ее главные рецепты для сохранения упругости кожи – маска из сырого мяса. Да, она накладывала на лицо тонкие ломтики парной телятины, веря, что сок мяса питает кожу. Война с мимикой. Кавальери считала улыбки и смех главными врагами женской красоты. Она часами тренировалась перед зеркалом, чтобы ее лицо оставалось неподвижным, как у античной статуи. Никакой усталости. Ее главный завет гласил: если зеркало говорит, что у вас плохой вид, немедленно отдохните. Под отдыхом она подразумевала полный покой, даже без чтения, ведь от напряжения глаз появляются морщины. Она была одержима. Массировала носоглубные складки, чтобы сохранить линию рта, спала в специальных перчатках, пропитанных кремом, и принимала контрастные ванны. Что самое интересное, в ее книге нет ни слова о похудении или удалении волос. Идеалы были другими. Главное – фарфоровая кожа, сияющие глаза и скульптурный овал лица. Она так отчаянно цеплялась за уходящую молодость, что в итоге превратила свою жизнь в служение одному божеству, своему собственному отражению в зеркале. Она выиграла эту битву, оставшись в памяти потомков вечно молодой. Но какой ценой? После всех своих триумфов и скандалов, после всех разбитых сердец и заработанных миллионов, Лина Кавальери вернулась домой в Италию. Она поселилась на вилле под Флоренцией, окружив себя тем, что любила больше всего – роскошью и воспоминаниями. С началом Второй мировой войны произошло что-то неожиданное. Та самая женщина, которая всю жизнь боялась работы и усталости, вдруг записалась в волонтеры. В 60 с лишним лет, когда другие нянчат внуков, бывшая примадонна надела форму медсестры и пошла в госпиталь ухаживать за ранеными. Возможно, это была ее попытка искупить грехи бурной молодости, или же она просто не могла сидеть без дела, когда мир рушился вокруг. Но война — это не опера, в ней не бывает красивых финалов по сценарию. 7 февраля 1944 года союзная авиация начала бомбардировку окрестностей Флоренции. Сирены выли, разрывая небо. Слуги и домочадцы Лины бросились к убежищу. Они звали ее с собой. Но Лина задержалась. Почему? Ответ на этот вопрос стал частью ее легенды. Говорят, она побежала в свою комнату, чтобы забрать шкатулку с драгоценностями, теми самыми рубинами Боретинского, жемчугами и бриллиантами, которые были свидетелями ее взлета. В этих камнях была заключена вся ее жизнь, вся ее история успеха. Без них она снова чувствовала себя той нищей девочкой-цветочницей из римских трущоб. Она не успела. Прямое попадание авиабомбы разнесло виллу в щепки. Тело самой красивой женщины мира так и не нашли. Она исчезла, словно растворилась в воздухе вместе со своими сокровищами. От нее не осталось могилы. Только миллионы открыток, рассыпанных по всему миру, с которых на нас смотрит идеальное лицо с загадочной полуулыбкой. Спустя годы итальянский художник Пьеро Форназетти случайно увидел ее лицо в старом журнале. Он был так заворожен, что начал одержимо рисовать ее снова и снова. Он создал более 500 вариаций ее портрета. Сегодня Лина Кавальери смотрит на нас с витрин самых дорогих бутиков мира. Она стала мемом, иконой стиля, символом вечной красоты, которая пережила войны, бомбы и само время. Она победила. Она все-таки стала бессмертной.